Смотрите, если посмотреть на размер горшочка, цветы почти в 2 раза больше, чем горшочек. Поэтому на листике нужно соразмерить, понять, где будет стоять горшочек, его верх и низ, и где закончатся цветы. Низ намечаем, где у нас стоит по центру листа, отступаем где-то сантиметр-два, это будет низ нашего горшочка. Да? Потом отмечаем верх, это где будут заканчиваться у нас цветы лаванды. Это такую маленькую точечку наметили. Все у нас относительно на одной ровной линии. Лист не крути. Я уже рассказывала, не крути. Художники вообще ставят на на мольберт и не крутят. Сами вокруг него танцуют. Потому что когда ты крутишь лист, то твой рисунок меняется, ты его видишь уже по-другому. А не ровно, как обычно. Вот теперь делим его на 3 части и нижнюю 3-ю часть отмечаем от верх горшка низ цветов. Теперь нужно отметить ширину горшка приблизительно. Но учти, что верх у него, он же такой овал будет, да? Поэтому его края относительно отметить чуть-чуть выше, чем его верх ты отметила по центру, а края его на одном расстоянии. И приблизительно горшок у нас что в ширину, что в высоту одинаковый, да? То есть он почти такой получается квадрат. И здесь так же само отмечаешь низ горшка. Но учти, что всегда низ, так как верх горшка в данной ситуации, так как мы смотрим, приближается к линии горизонта нашего взгляда, да, то этот овал будет более узкий по высоте. Вот он будет вот такой, да, Варвара? Вот. А низ, он, соответственно, будет немножко овал выше, шире, ну, как по высоте больше. Из-за того, что мы смотрим на него и взгляд падает. Поэтому здесь чуть выше, да, ту линию ты рисуешь, а эту мы просто ее наметили для себя, ее рисовать не надо, ее же нам не будет видно. Так как это не акрил, мы не сможем прикрыть другой краской, мы акварелью рисуем как в 1 раз. Лишнего стараемся не рисовать. Лучше что-то не дорисовать. Вау, да, вверх? Чуть-чуть круглого. Точно так же низ. У нижнего всегда, когда смотришь, если здесь тебе практически ровно, да, край идет у горшка вверх, то низ горшка будет всегда более скругленный. Еще немножко опустилась. У тебя сейчас только вышло так, как здесь. Вот где-то до сюда можешь. Эта краска любит водичку. Ты хорошо наметил, теперь прям бери водичку и размывай. Край у кувшина, да, этого горшка, будет более темный, да, стенки по бокам более темные, а то, что нам ближе, часть его в центре, будет светлая, потому что когда падает свет, у нас то, что ближе, оно светлее, то, что дальше от нас будет темнее. Размывай теперь, да, кисточкой. И здесь тоже сделай, чтобы границы не было, сразу вот так размывай. А в центр, чтобы он светлый был, да? Все больше и больше водички использовать, и будет более светлый цвет. Не забываем, что акварель тяжело прикрыть, поэтому стараемся сразу, если где-то, смотри, ты нарисовала лишнее, да? Вытерла полотенечком его и убираешь сухой кисточкой, да, водой. Только не сильно тереть, а так вот чуть-чуть размыть. Ты можешь рисовать полосочки. Можно наоборот, если ты вот не уверена, не снизу их рисовать, а наоборот сверху и вниз, да? Тогда ты точно в свой кувшин попадешь. Старайся поровнее, вот смотри, раз, и попробуй отсюда прям рисовать вниз. Ты можешь, смотри, рисовать не обязательно тебе одной высоты, они же как бы идут одни чуть выше, одни чуть ниже, да? Только смотри, не сильно, это сильно высокий, максимально вот так. Тебе же еще должны колосочки будут поместиться, да, в рисунок? Покажем. Вывести, да? Там же в самом низу очень много зелени, да? А теперь листики. Смотри, они идут вот такие парами. Допустим, вот так листик и потом вот так листик. Смотри, теперь прям по ней чуть-чуть более такой темный, да? Когда акварелька еще так отличается тем, что если уже нарисована, да, ты по ней рисуешь заново этим же цветом, и уже получается как бы темнее, да? Вот так листики, да? Можно рисовать у каждой веточки по пару листика, да? Следующие веточки, да?
здесь все равно. Или затемни тогда бока ему, потому что ты, наверное, здесь светлее не сделаешь, что он, в принципе, не такой светлый, да? Сделай вот здесь немножко темнее. Можно немножко совсем черной краски использовать. В эту сторону тень, свет от тебя падает. И в тень вот сюда немножко сделаем, чтобы он не в воздухе висел. Да, только немножко. Немножко и уходи вообще в прозрачный цвет в бумагу. Да. Там все, если посмотреть на колосочки, есть у них низ, вот видишь, такие, и потом уже через расстояние. Поэтому смотри, рисуешь здесь, да? И потом весь колосочек сюда, да? И потом можно еще раз взять краску и в центре вот так поставить точечки, и как бы получится, что серединка чуть темнее, да? Очень нравится, как у тебя уже листики вышли. На самой лаванде, если посмотреть, есть колосочки, которые тоже такие зеленковатые. Ну ладно, хочется другого цвета колосочки видеть. Да светленькие, зеленковатые тоже хочется. Нет. Ну как нет? Ну как это нет? Возле самого низа, вот здесь, чуть-чуть вообще так темненько. Обычно, когда предмет стоит на чем-то, то под ним уже совсем темное должно быть. Линия такая темная, она подчеркивает вот этот вот переход, что предмет стоит. Ну не бойся, прям под ним, ну совсем Прям тоненький. черненький. Да, прям вот под ним прям тоненькую. Ну, сейчас размоется. Ну и что? Он туда растечется как надо. Вот, и так, да. Пускай растекается, как раз даст тебе вот эту тень. Разреши ему растечься. То есть акварель, она вот как раз в этих растеканиях самая красивая получается. В этом месте убрать лишнее. Я сама. Давай, убирай. Сама. Убирай. Вот прям кисточкой вот вытри его. Да, вот. Можно создать эффект тумана. Тумана? Да. И чтобы там были оттенки фиолетового, да? На самом деле оно создает ощущение, что сзади тоже фиолетовое. Понижу. Да. Це лучше робити до того, як маленькі прорисували, так? Ну, можешь попробовать сейчас, да, добавить такие эти, а потом уже... Не обязательно все там вытирать. По-моєму, вже їх хватить. Да, хватит. Подправь, пока тут высохло, то забудешь, вот тут краешек, тут и тут. Да, то можешь там оставить фиолетовый. Здесь или вытри вот это водой, или Да, точно вытереть надо. Либо тут можно колосок рисовать еще. Та зараз. Ну ничего, нет предела совершенства. Чистенько. Знаю. В этом прелесть акварели. Смотри, можешь здесь попробовать, знаешь, даже вот не прям прорисовывать, а там, знаешь, такие темные пятна, что у меня там есть, да? И тут, допустим, она где-то есть темно, чуть не светло, да, а там где-то есть, но там не прорисовано, и тебе непонятно, что она там есть. Вони ж поверху тільки Тут можна. кольорові йдуть, так? Ну, смотри на них. Смотри, да не все равно. Чем больше интересного заметишь, будет интереснее. Это до утра можно светить. Конечно. Все, можешь подписывать.